Вот это документ, который называется «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года». В ней много чего написано, и многое смотрится оптимистично. Но я скажу только одну вещь. Предыдущая стратегия, принятая в 2016 году, не реализовалась. Потому что, согласно ей, к 2020 году эпидемия ВИЧ-инфекции в нашей стране должна была закончиться. Но она не закончилась, а приобрела еще более страшные масштабы. По данным ООН, Россия попала в топ-5 стран по количеству новых случаев заражения ВИЧ. Впереди нас только Южная Африка, Мозамбик, Нигерия и Индия. И как вам такое лидерство? Кстати, отметьте в комментариях, если вы смотрите нас с Урала или Сибири, потому что там, в некоторых регионах, риск заразиться ВИЧ в 23 раза выше, чем в бездуховном Евросоюзе и уже сравним со странами Африки. Но как же так получилось, что за 2 десятилетия путинской стабильности чиновники так и не смогли взять ВИЧ под контроль? Что государство делает не так? И почему закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ приводит лишь к ухудшению ситуации с ВИЧ? Об этом сегодня наш разбор. Меня зовут Павел Коныгин. Смотрите продолжение «Следует» в Ютубе, а также на телеканале «Дождь». А еще читайте наши материалы на сайте и в Телеграме. Для начала давайте разберемся, кто и как оценивает распространенность ВИЧ в мире. Для этого при ООН существует специальная организация, она называется UNAIDS. Ее офисы находятся в 70 странах мира, в том числе и в России. Согласно отчетам этой организации, в России с ВИЧ-инфекцией живет около 1,5 миллиона человек, при этом около 400 тысяч из них о своем статусе даже не знают. И это огромная цифра. Чтобы вы понимали, это более 1% всего российского населения, то есть каждый 100-й. И согласно критериям UNAIDS, это уже эпидемия. В путинском Минздраве последний отчет UNAIDS ожидаемо назвали очередной пропагандистской провокацией. И логика чиновников такова. На учете в России состоят всего 850 тысяч человек, а это меньше 1% населения. И, стало быть, никакой эпидемии у нас нет. Более того, в стратегии правительства по борьбе с ВИЧ до 30 года говорится, что в России наблюдается стойкая тенденция улучшения. Согласитесь, прямо какое-то отрицательное наступление. Все бы ничего, но с такой статистикой Минздрава спорит даже Роспотребнадзор. В этом ведомстве учитывают все лабораторно подтвержденные случаи, а это 1 миллион 100 тысяч человек. И открыто говорят, что эпидемия ВИЧ в России идет вовсю. По прогнозам этого Роспотребнадзора, до 30 года, то есть в ближайшие 7 лет, в нашей стране будут выявлены более 500 000 новых случаев ВИЧ. В реальности же количество заболевших может быть еще больше. И это несмотря на то, что с ВИЧ в нашей стране борются или пытаются бороться уже больше 30 лет. Первая зафиксированная волна ВИЧ прокатилась по России в конце 90-х годов. Тогда в нашей стране выросло потребление инъекционных наркотиков, и большинство заражений, более 90%, происходило через так называемый грязный шприц. Скорость распространения инфекции была тогда ужасающей. Только представьте, с 1996 года всего за 5 лет количество заболевших в России выросло в 55 раз. В те годы вирус распространялся в основном среди наркозависимых, что, безусловно, стигматизировало сам диагноз. Но с 2005 года ВИЧ вырвался из среды наркопотребителей и стал распространяться и половым путем. Специалисты открыто заговорили о катастрофе, но на официальном уровне проблему никто как будто не заметил. И, например, тот же самый Владимир Путин говорил о том, что в России нет эпидемии ВИЧ, причем еще и путая ВИЧ со СПИДом. Продолжение «Следует» — это независимые медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания. Он называется проследует.медиа. Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.
Давайте вспомним, а также напомним Владимиру Путину, что ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – это болезнь, которая развивается в результате отсутствия лечения этого вируса. Принимая специальную антиретровирусную терапию, человек с ВИЧ может вести полноценную жизнь, рожать здоровых детей и даже предельно минимизировать риск заразить своего партнера во время секса. А вот без терапии вирус постепенно разрушает работу иммунной системы, и человек становится беззащитен перед многими инфекциями, с которыми раньше его иммунитет справлялся. Могут появиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, пневмония, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, например, лимфома. В итоге человек умирает, но не от самого вируса, а от болезней, которые развились на его фоне. Впрочем, то, что Путин запутался в медицинских терминах, не самая страшная его ошибка. Хуже было другое. Тогда, в первые годы эпидемии, когда ее еще можно было, пусть не остановить, но хотя бы замедлить, президент выбрал тактику отрицания самой проблемы и ответственности за нее государства. В 2006 году в Кремле на специальном заседании Госсовета по проблеме ВИЧ Путин заявил, что проблема распространения ВИЧ вообще-то актуальна не только для России, но и для всего мира. И это любимый путинский аргумент, к которому он регулярно прибегает. Логика понятна. Проблема глобальная, а значит то, что происходит с ВИЧ в России, не вина властей. Но это, конечно же, не так. ВОЗ и другие медицинские организации предлагают простые и давно проверенные способы, которые могут остановить распространение ВИЧ в любой стране, в том числе и в России. И некоторым из них в РФ следуют. Правда, не всем и не полностью. Давайте разберемся. В UNAIDS предлагают бороться с эпидемией ВИЧ по формуле 90-90-90. Это значит, что 90% инфицированных людей знают о своем ВИЧ-статусе, 90% из них получают терапию, и в 90% случаев эта терапия эффективна. То есть люди не могут передавать вирус дальше. К 2020 году большинство стран Европы, Канады и Австралии с этой задачей справились, но не Россия. На учете в 2020 году у нас состояло примерно от 60 до 70% носителей ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, лечение получали чуть больше половины из них. Одна из причин – периодические перебои с поставками лекарств. Например, осенью прошлого года сразу в нескольких регионах России из-за нищенского финансирования пациенты не могли получить один из лучших британских препаратов – Тивикай. В итоге регионам пришлось закупать терапию, потратив часть денег из бюджета на 2023 год. Ведь терапию прерывать ни в коем случае нельзя. За время безлечения вирус мутирует, и старая схема перестает действовать. Из-за перебоев с поставками россиянам все время приходится покупать лекарства за свой счет. Пару лет назад движение «Пациентский контроль» провело исследование о том, сколько денег тратят на терапию люди с ВИЧ. И вот 12% признались, что покупали лекарства за свои деньги. Причем большинство из них потратили на это до 80 тысяч рублей в год. Значит, те, у кого таких денег нет, остаются без лечения и просто медленно умирают. ВОЗ советует начинать терапию сразу же после постановки диагноза. Благодаря лечению у человека снижается вирусная нагрузка, вирус не определяется в крови, и ВИЧ перестает передаваться половым путем. В России же, за исключением нескольких регионов, терапию назначают только когда иммунная система уже начинает совсем плохо работать. Бывают случаи, когда врачи в отсутствии необходимой компетенции, то есть от банального незнания, сами уговаривают пациентов не принимать препараты, потому что они токсичны. Побочные эффекты от антиретровирусных препаратов действительно бывают, но с ними можно эффективно бороться с помощью вполне доступных лекарств. В России же об этом знают далеко не все. И удивительно, что об этом не знают сами врачи. Еще один аспект проблемы – это мигранты, а вернее дискриминационное отношение к ним. Мигранты вообще не могут получать терапию бесплатно. Более того, в случае выявления у них ВИЧ-инфекции они будут навсегда выдворены из России. Ну и давайте здесь просто подумаем, а способствует ли подобная практика тому, что люди будут сдавать анализы. Естественно, никто из мигрантов не пойдет в СПИД-центр. Это тоже подталкивает распространение заболевания, и во многих европейских странах поэтому так стараются не делать. Не отделяют мигрантов в закрытую медицинскую когорту.
Еще один способ борьбы с ВИЧ – это максимально широкое тестирование населения. И приятная новость – мы здесь неожиданно в мировых лидерах. В 2021 году тест на ВИЧ сделали почти 30% населения. Есть, правда, одно, но очень жирное «но». У нас тестируют в основном людей, которые сами ходят в поликлинике в женские консультации. А уязвимые группы из этого числа просто выпадают. Но что такое уязвимые группы? К ним эксперты относят, например, людей, употребляющих наркотики, а также секс-работниц и работников, гомосексуальных мужчин, мигрантов, беженцев и заключенных. Распространенность ВИЧ внутри этих групп выше, чем в среднем по стране. Однако группы эти не изолированы от остального общества, и ВИЧ оттуда перекидывается на остальное население. Просто вспомним, как это было в начале 2000-х годов, когда эпидемия ВИЧ впервые вышла за пределы группы наркопотребителей. Для борьбы с эпидемией ВОЗ и ЮНЕЙДС советуют охватить профилактикой минимум 60% людей из уязвимых групп. Но российское государство, похоже, вообще не хочет этим заниматься. Эти люди у нас считаются неприкасаемыми. Нашей высоконравственной родине очень не хочется признавать тот факт, что у нас есть наркоманы, геи и проститутки, и они тоже болеют. Болеют так же и точно так же, вообще-то, должны получать качественные медуслуги, за которые мы все платим налоги. В том же 2021 году доля тестов на ВИЧ, проведенных в уязвимых группах, составила чуть более 3% от их общего числа. Это значит, что власти вообще не понимают, что происходит там с эпидемией. И еще одна говорящая цифра. В 2020 году на профилактику ВИЧ в уязвимых группах наша страна выделила в 3 раза меньше, чем годом ранее. При том, что деньги выделять на это необходимо, ВОЗ советует целый комплекс мероприятий для профилактики ВИЧ в уязвимых группах. Например, раздачу презервативов и стильных шприцов для инъекций, а также проведение доконтактной профилактики препаратами, снижающими риск инфицирования. В России же врачи их просто не выписывают. Еще одна рекомендация – проведение заместительной терапии, когда наркопотребители под контролем врачей получают наркотики не в виде инъекций, а в таблетках. Такой метод контроля наркопотребления применяют в США, Канаде и во всех странах Совета Европы, а это 46 государств, а также в Китае, обращу ваше внимание, и в большинстве стран постсоветского пространства. Однако у нас в России он под запретом. В России же даже чистые шприцы и презервативы раздают лишь несколько некоммерческих организаций, да и то в крупных городах. Впрочем, так было не всегда. В начале нулевых годов программы профилактики ВИЧ среди уязвимых групп населения поддерживались в России вообще на уровне, представьте себе, Минздрава и Госдумы. В России даже существовал хоть и недолго, но эксперимент по внедрению заместительной терапии, а в рамках нацпроекта «Здоровье» финансировалось как минимум 10 проектов по работе с наркопотребителями. Но примерно в 2008 году эти программы государство постепенно начало сворачивать. Некоторые эксперты связывают этот тренд с мюнхенской речью Путина, в которой тот обозначил вектор на тот самый особый путь России. У нас есть свои традиционные ценности, а значит, идеи прогнившего Запада, какими бы эффективными они ни были, нам не подходят. Назло развитому миру отморозим себе уши. Вот так и у нас и получилось, что раздача презервативов, по словам замминистра здравоохранения Сергея Краевого, стала поощрять, я цитирую, асоциальное поведение. А бесплатное распространение шприцов теперь является косвенной, а подчас и прямой пропагандой наркотиков. Это тоже цитата, но уже декана юрфака Пензенского госуниверситета Виталия Гашулика. Или вот вам еще пример. В 2016 году на конференции в Новосибирске депутат Мосгордумы и тогда еще председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова сказала, что ВИЧ – это результат распущенного поведения и разврата. Только представьте себе, какие тут шприцы, какие бесплатные презервативы секс-работницам. Про заместительную терапию я уже и говорить не буду. Это вообще все от лукавого. Вы только вслушайтесь. Абсолютно ненаучные, а потому опасные комментарии делают эти люди с нулевой компетенцией, облеченные властью. Еще один рецепт, который ВОЗ рекомендует для борьбы с эпидемией, это уроки сексуального просвещения в школах, на которых рассказывают о методах профилактики ВИЧ-инфекции. Но это, как вы легко догадались, вообще не про нас. Ведь российских детей от ВИЧ берегут не презервативы, а скрепы. Еще Павел Астахов, будучи уполномоченным по правам ребенка, сказал, что секс-просвета в российских школах не будет никогда, а лучшее половое воспитание – это русская литература. Это я его цитирую, конечно. Даже интересно, что бы Павел Астахов порекомендовал прочитать?
Для сравнения, в Германии и Японии уроки по сексуальному просвещению проводятся с 1992 года, а диагноз ВИЧ там имеют всего 0,1% населения. А что у нас? В 2017 году в российских школах проводили открытый урок о ВИЧ. Тогда чиновников из Миноборнауки испугало само слово «презерватив», и на совещании по подготовке урока они предложили заменить его на какой-нибудь эвфемизм, уйти от скользких тем и больше говорить о нравственности. Разработчики урока, специалисты из организации, которая называется «Центр современных образовательных технологий», предсказуемо отказались это делать. Разгорелся скандал. После этого в Миноборнауке сообщили, что сам учитель должен решить, употреблять или не употреблять это страшное слово «презерватив». Ну а в целом не нужны нам презервативы. Российский Минздрав рекомендует свой скрепный метод борьбы с ВИЧ. Это верность и отсутствие беспорядочных половых связей. Новая государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года, которую я показывал в начале, повторяет все те же слова про формирование традиционных, семейных и морально-нравственных ценностей, что и стратегия на предыдущие десятилетия. И такой подход, кстати, режиму очень выгоден, ведь денег таким образом тратить на современную медицину и нужды конкретных людей совсем не нужно. Все вылечат скрепы, а деньги отправят на производство танков и ракет. И вот здесь как раз интересно, что все эти бредовые установки как раз находят отклик и у простых людей, к большому сожалению. Например, пару лет назад жителя Петербурга Илью Бронского и вовсе избили после того, как он в интервью изданию T-Journal признался, что является ВИЧ-носителем. А в прошлом году в том же Петербурге из-за угроз перестал работать мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей. В микроавтобусе от благотворительного фонда «Гуманитарное действие», иноагент, кстати, можно было пройти экспресс-тест на ВИЧ, а также вирусные гепатиты Б и С, а также сифилис, а еще бесплатно получить презервативы. Но теперь такого автобуса уже нет. И как вы думаете, как это скажется на распространении ВИЧ в нашей стране? Стигматизация закономерно приводит лишь к тому, что многие люди с ВИЧ уйдут в подполье и вовремя не будут обращаться за лечением. На фоне законов о пропаганде ЛГБТ кто, например, рискнет проводить тематическую вечеринку или встречу с секс-просветом и бесплатной раздачей презервативов? Довести людей из уязвимых групп до государственных спеццентров могли бы НКО, но многие из них признаны у нас иноагентами. Поэтому и работа с уязвимыми группами населения в нашей стране попросту прекращается, и эпидемия станет развиваться еще быстрее. Но все это, конечно, не помешает нашему Минздраву в очередной раз отчитаться об успехах и закрыть глаза на проблему. А заплатят за это, как всегда, простые россияне своими жизнями и здоровьем. Напомню, что уже сейчас по официальной даже статистике основной способ передачи ВИЧ в России – обычный традиционный гетеросексуальный контакт. По данным Роспотребнадзора, в 2021 году почти 70% новых случаев заражения ВИЧ пришлось именно на вот этот самый гетеросексуальный контакт, и только 3% на гомосексуальный. Верного традиционным ценностям россиянина, этого выдуманного депутатами и министрами персонажа, такими цифрами, конечно, не напугать. Но нам-то, живым людям, как быть с этим? Продолжение следует.